Здравствуйте, меня зовут Ольга Литвиненко. Я мастер-тренер, психотерапевт, супервизор из Одессы. Это город на юге Украины. Больше всего я работаю с пациентами с психосоматической симптоматикой и с тревожными расстройствами. Мне кажется, что инструменты позитивной психотерапии очень эффективны и полезны в работе с пациентами и с психосоматическими симптомами, и с тревожными расстройствами. Как по мне, один из самых важных инструментов, который предлагает позитивная психотерапия, это, как психодинамическая терапия, это поиск функции симптоматики, которая есть как соматический симптом или как тревожное расстройство. И поиск этой функции всегда интересен и как-то полезен для клиента, для пациента, если он идет через позитивную реинтерпретацию. То есть когда мы начинаем понимать, или пациент начинает понимать, что именно он получает, почему его психике так важно получать симптоматику или получать что-то, удовлетворять какую-то потребность, глубинную потребность, которую мы называем первичной способностью, получать через такого вида симптомы. И когда это удается увидеть и через позитивную реинтерпретацию, потом выход на понимание функции симптома, это дает очень много и для рефлексии пациента, и для его какого-то, я не побоюсь этого слова, духовного продвижения. То есть продвижение на пути личностного роста, на пути индивидуации, потому что, на мой взгляд, симптоматика – это часть того кризиса, который дается личности для того, чтобы вырасти, и для того, чтобы понять что-то больше о себе и об этом мире. Во-первых, Одесса – это город, в котором представлено более 100 культур. Потом я родилась на юге Украины, в Бессарабском регионе. Это тоже место, где встречаются многие культуры. И поэтому для меня быть частью позитивной психотерапии и работать как позитивный психотерапевт – это как-то так очень аутентично и природно. Для меня, и так как я также ношу в себе одновременно и болгарскую культуру, и украинскую культуру, и плюс Одесса – город еврейской культуры очень сильный, это является еще частью моей личности. Поэтому много для меня работать с транскультуральностью – это как очень естественно и природно. Я ощущаю себя как рыба в воде, в различных, на перетине, есть такое украинское слово, на пересечении разных культур. И для меня это всегда про обогащение, а не про конфликт. И если говорить про то, как я работаю в разных странах, в других, прежде всего это в Болгарии, для болгарских коллег всегда очень важно и интересно слышать про некоторые истории, сказки, культуру украинских коллег. И когда мы еще в международном лагере встречаемся, то эти разные такие влияния культурные, они с одной стороны как будто бы правда разные, а в другом мы видим там много общего. Да. И даже и в анекдотах, и в сказках, и в рассказах. И эти транскультуральные инструменты, используя их, они очень такие важные, продвигающие. Для меня самым важным моим личным инструментом является, как, возможно, для кого-то может показаться странным, не столько теоретические знания, которых у меня много, сколько моя личная интуиция. Я очень прислушиваюсь к своим соматическим ощущениям, эмоциональным переживаниям. Мое тело и моя психика как такой камертон настроена на группу. Я очень иногда даже не могу вербализовать достаточно ясно, что происходит, но быстрее я чувствую. У меня хорошая связь с моим личным бессознательным. Если, например, в первый день группы что-то произошло, что я не словила
на уровне сознания. Мне может это присниться. Утром я, как Скарлетт О'Хара, проснусь с ощущением того, что мне нужно делать дальше. Ну, это прям моя сильная сторона, я научилась этим пользоваться.